Не хочет. Мерим пока. Приятно смотреть, когда горит огонь и работает все. Андрюхе осталось только потушить все это дело. Тише, иначе будет шуметь. Друзья, всем привет! За мной река Обь. Мы большой компанией, которая уже собирает лодки, и отправляемся в самые дальние дали на рыбалку. Это будет очень крутое путешествие, будет несколько серий, потому что мы заберемся в самые томские. В общем, мы жили вот там вот на базе, вот домике. Вот, и здесь такой импровизированный пирс, ну, вот такая галька. И вот мы здесь вот собираем лодки. То есть поставили сразу машины, то здесь удобно так подъехать. Вот, у нас в основном ПВХшки. Это сколько у нас? Раз, два, три, да? Жень, три у нас? 3 ПВХ у нас, да, и один катер. 3 ПВХшки на моторах 9.9 и один вот такой вот катерок на 50-м моторе. Вот, нормально. Он возьмет основной груз. Так, вещей у нас немало, это совсем малая часть, там вот дальше, там еще, у нас целый вот УАЗик буханка привез вещи, вот здесь вот вещи, все это нам нужно загрузить каким-то образом. Это называется пропаганда здорового образа жизни. Так, уже прогревают моторы, проверяют выход на глиз, хотя что на пустой проверять, непонятно, ну ладно. Там тогда как раз и в кадре ничего не будет. О, красава! Вообще ракета! Переклич? Олег, а у тебя твой синий в том состоянии тяжелее. Мы пойдем. Не кричим. Так, здесь идет загрузка. Вот, у Евгения, смотрите, помните, как он показывал свою лодку? Счастливое лицо. Смотрите, новый обладатель. Да, в общем, пересматривал долгими зимними вечерами наши выезды. Вот знаете, осенний выезд клевый, вот рыба красивая, мы с Андрюхой красивые, а лодка страшная. Ну вот портит весь кадр. Да, вы помните ту лодку с этими заплатками, с всякими вот этими... Самое главное, она уже не отмывалась, просто у нее грязь вот эта наросла и все, а сейчас Ну что, смотрите, красивая, человек классная купил лодка, вообще. эту, значит, что у нас, Сафир это фирма? А, подожди, Сафир это фирма модель, да. Русбот.
Русбот. Русбот наши новосибирцы делают в Уфе. Я мечтал о катере на самом деле. Думаю, надо купить катер, Андрюха приедет, и его с комфортом. Но я тут по весне посмотрел цены и понял, что не, мне нужна новая ПВХ-шка. Да. Здоровая, комфортная. ПВХ все-таки да. лучше. Да, это лучше, чем катер, который в 3 раза стал дороже стоить. В общем, эта лодка еще не была в деле. Ну, Посмотрел, нульцевая. Выбирал, да, то есть отзыв пользовательский будет чуть попозже. Ну, первые 3 главных причины, почему я ее взял. Ну, во-первых, мне там понятно, надувное дно, я фанат, кто видел ролик, понимает, о чем я говорю. Во-первых, она должна была быть большая, то есть это 400 с увеличенным кокпитом. Тут в экспедицию поместится теперь больше, чем раньше помещалось. А, во-вторых, баллоны выше. Сидишь, коленки выше таза, и все это затекает, устает, не очень комфортно. Здесь посадка будет более высокой, ты сейчас Да. оценишь. Будет Ну и комфортно волна, как сидеть. бы, это тоже немаловажно. Да, и одна еще главных фишечек, у нее киль идет. То есть у меня киль заканчивался на той лодке где-то посередине, а здесь киль идет до самого Прямо хвоста. до дна, да? Да, то есть вот его даже видно сзади, вот он киль заканчивается. А, точно, нифига, блин. Да, получается, киль идет до хвоста, и когда ты один выходишь там и на полной скорости без загрузки идешь, она не будет рыскать. Ага, Потому что вот там была проблема, она прям рыскает, ее ловить надо. Вот, ну, там есть нюансы, что это типа комфортная лодка, там все хорошо, но мне же нужна надежность. Здесь 7 лет гарантии на материал меня подкупили. Ну, потому что никто не дает. Ну, там 5 дают, но 7 лет на материал, это значит, что она у меня Ну это должна серьезно, серьезно. Да, а еще я предупредил, просто сказал, со мной блогер поедет. Если вы мне какую-нибудь фигню сейчас впарите, вам не сдобровать. Поэтому Ну проверим, сказали, что проверим. самый идеальный для меня Ну, вариант для наших ничего, походов. смотрю, она оснащена по всем этим. То есть Рым стоит, клапана эти, перепуска как они, Да, блин. кстати, То есть, ну, Клапана как бы защитные есть, это хорошо. осталось потому только проверить на деле. Это ласточка. Да? Стриж, да. Нет, нет. Это красная на лице, на морде, это ласточка. Стриж он просто- серый, У нас в просто городах. там одни стрижи А водятся. что, где вы поймали-то? Ну, он в домике летал, на окно бился. А, так его что, отпустить? Отпускай. Давай. Раз, два, три. Хоп. Полетели. В общем, Евгений пригласил меня на рыбалку, где множество его товарищей. Вот, они взяли детей. В общем, у нас будет интересная такая рыбалка, разнообразная. Вот, будет очень много готовки. Для тех, кто включает видео, чтобы посмотреть только рыбалку, ну, ребята, вы умеете перематывать. Вот, поэтому можете перемотать до нужного вам момента и все. Вот, но у меня будет здесь все. И дорога, и готовка, еда, общение и немножко рыбалки. А для тех, кто не перемотал, в общем, мы на Оби, в районе, где впадает Чулым. Короче, сейчас поедем по Оби, заедем в Чулым и поедем до Генеральских болот. Там клев, говорят, вот такой. Но это вы все увидите. Так, лодки загружаются примерно вот до такого уровня, то есть выше бортов. Иначе никак. Нам надо увезти все. Еды у нас много. Мы даже рыбу взяли на рыбалку. Женя, а что у тебя квадрокоптер не дежурит в воздухе? Сейчас отправим? Так, у нас помимо катера и НДНД есть представители, кто любит пайолы, да? Да. Давай что-нибудь задвинь. Пайолы лучше всех, лучше всего только пайолы. Да, об этом можно спорить сколько угодно. Сколько Бесконечно. народу, столько и мнений. Мне нравится больше жесткий пол. Да, не так удобно собирать. Есть свои плюсы, но есть, конечно, и свои минусы. На мой взгляд, плюсов больше, поэтому я вот не Понятно. использую ее. Короче, тоже лодка уже почти набита полностью. А здесь что такое в бочке? Бензин. А, бенз. Ага, понял. Вот, и здесь уже пайолы. Ну вот. Кстати, ребят, напишите, что лучше, НДНД или пайола. Давайте такое голосование в комментариях и посмотрим, кто сколько. Я-то, конечно, вот за такие лодки. Я все-таки костюмчик достану. Да достать-то его достанешь. Так, Антон вчера нам вечером настраивал рации, потому что это неотъемлемая часть. Мы едем туда, где нет связи вообще. Вот. И мы сейчас их, получается, что, раздаем, да? Раздаем. Каждую лодку, чтобы не потеряться, да? Всё работает. Так, это нам, да? Это вам. Это нам. Всё, это в каждую лодку. У нас одна еще будет запасная, получается, в лагере, дежурная. Серега, это вам.
в нашей компании все такие заядлые рыбаки. Вот у Сереги специальная машина для рыбалки. Вот он взял ее, по-моему, 115 двигатель корейский здесь стоит. Наш УАЗик. Вот это в какие-то года он шел, он вообще нульцевый и вот используется только для рыбалки. Вещей помещается, море, вот так вот ночевать где-то на природе вообще. Тачка зверь огонь. Так, ну что, мы собираемся и скоро двинем туда. Так, вещей очень много. Серега, он, смотрю, фиксирует это все сеткой, чтобы ничего не потерять. Вот. И сейчас Антоха будет проверять выход на глис. Потому что он загрузил очень много, не знаю, килограмм, наверное, 800. Вот. Главное, чтобы он вышел на глис. Здесь лодка тоже оснащена, загружена. Короче, уже все готово. Рацию выдали. Все, ждем теперь завершающую подготовку Евгения, как обычно. Жень, ты не торопись, главное. Я никогда. Мы сейчас медленно соберемся, медленно приедем на точку и медленно поймаем всю рыбу. Ну что, он там скорость замеряет? Ну помашите рукой-то хоть. Ну что, нормально по этим? Слушай, короче, вообще рулится огонь. Реально огонь. Вот этот киль дофига делов дает. Ага. Единственное, сейчас надо все-таки угол поменять. Угол, да, мне кажется, Потому надо что его... он ее задирает Да. за то, что чуть-чуть транец под угол. Да, я думаю, на одно деление, не больше. ГИМС на ПВХ. Это что-то вообще. Совсем плохо стало. Совсем плохо в стране, да. Тут еще место есть. Так, друзья, мы готовы. Лодки все снаряжены. Вот, люди заряжены тоже на эмоции, на рыбалку. Вот, кстати, в этих видео, в моих сериях, будет очень много съемок с квадрокоптера. Вот, у нас Евгений, у него целый канал, там рыбалка с квадрокоптером. Вот, кому интересно, может подписаться. Вот, он очень любит снимать на квадрокоптер, поэтому я свой не брал. Все съемки его, ему огромное спасибо. И ссылка на его канал будет в описании. Ну что, погнали. Блин, мошка. Мы одеваем спас-жилеты, вот, и начинается наша долгая дорога. Жень, сколько нам идти по километражу? Часа 4 А и в километрах? километров. 100, да? Ну, под сотку, да. Угу, понятно. Ну, пока остановки туда-сюда. Ну, долго. Лодки заряжены, загружены, короче, поэтому... Ты же знаешь, мы близко не любим рыбачить. Близко и... Нам нужно куда-нибудь в ебеня. Можешь это запикать, а можешь оставить. Это условное название этих мест. Все, толкаю? Да? Поехали. Ну, с Богом. Ну, Антоха, у меня неплохо. Красная красивая лодка на связи. Так скромно ты назвал. Так, немножко тут переложили вещи, вот, распределили их нормальным образом, чтобы ничего не упало, не потерялось, блин, по дороге. Ну и отправляемся. Что у нас? Должно все получиться.
ушли с основной реки, движемся по реке поменьше. И сейчас будет еще одна протока, не протока, а как маленькая речка. Типа речки, да. Короче, у нас все будет уже вот эти вот реки, и будет эпичные виды. Сейчас мы ждем вон Сергея, догоняет нас, и вместе залазим вот сюда, вот в эту зелень. Погнали. Неприятно. Ну что, шок-контент начинается в Сибири, да? Ты привлекаешь всякую такую фигню. Сегодня у нас на ужин лось, ребята. Он, правда, не первой свежести. Ничего, мы хорошенько его солью присыпем. Ну да, такой уже уставший. Короче, лось, видимо, не смог забраться наверх. Хотя, я не знаю, может быть, и он откуда-то Подранок. приехал, да? Подранок Может быть, да, приплыл сюда. зимой, может быть, провалился под лед, фиг его знает. Жалко, конечно. Ну, что, природа. То опарыша можно набрать. Че, возьмем на это, на плотвичку опарыш? В общем, мы ехали, речка все уже. И в итоге мы поднялись так высоко, что здесь в итоге озера такие заливные. Где и будем рыбачить, да? Да. Вот. В этих Это наше место, где будет разбиваться лагерь. Вот. Здесь есть какие-то строения, там домики и прочее. Кстати, появилась, смотрю, мошка, оводы. краях. Ну, Кстати, нас сожрут. да, кстати, нас сожрут. Сейчас ждем ребят, мы самые первые. О, вон идут. А вон их Вон они. видели. Вон они. Ой, красиво вышли.
вот здесь нашел мордушку. Вот. Короче, закинем туда хлеба. О, даже с карасем. Представляете? Даже с карасем. Карась есть один. Ну что, все мы прибыли. Семен уже карася поймал. Красава. Ой, бляха, чтоб я так жил, бля. Серег, твоего карася поймали уже. В общем, вот здесь такое строение. Вот. Там внутри, я так понимаю, блин, можно заходить. Ну, не нам, а вообще люди пользуются. А это вот баня и какое-то типа гаражное строение. Но здесь все разбито, разломано. Но вот здесь вот не пойдем. У нас будет свой, конечно, лагерь. Но смотрю, там нормально все сделано. Так, в общем, в прошлом году ребята были здесь. Был очень высокий уровень воды. И вот эти все деревья, все было затоплено. Вода доходила вот до сюда. Вот. Сейчас, кстати, вставлю я кадры. Увидите, какой уровень был в том году. Вот. Женька как раз снимал на квадрокоптере. Вот. И какой сейчас. Кстати, вчера вся наша история началась с того, что мы очень хорошо перекусили благодаря Евгению. За что ему огромное спасибо. Готовил он там и курицу, и говядину. Все это сделал. Он так вообще очень вкусно. Овощи были очень классные вообще. Короче, классно вообще вчера посидели. История вчера как бы началась, но наша серия начинается только сегодня. Ну что, сейчас готовим лагерь. И я думаю, сегодня успеем порыбачить. Кстати, я изянька в жизни не ловил еще. В общем, я решил еще карася поймать, потому что жареный карась — это же очень вкусно. Поэтому я немножко ее подремонтировал. Вот, сейчас я ее заброшу. Примерно вот в этот же район. Здесь вроде травка есть. О, карась-то вот стоял тут. Так, ну что, мы потихоньку перетаскиваем вещи вот сюда вот, на место, где у нас будет лагерь. Вот, и вот здесь сейчас будет ставиться там шатер, там палатки, там все вот эти дела. У нас, правда, некоторые будут ночевать в лодке в самой. Но наша задача сейчас разгрузить лодки для того, чтобы отправиться на рыбалку вечером. Надо же порыбачить чуть-чуть. Алло. То есть он у нас для приема пищи, как столовая, да, будет? Да. Ну, шатер. Это основной дом будет так. Ага. Ну, нормально. Короче, начались такие рыболовные сборы. Кто там приманки собирает, кто шатры ставит. Это самый такой интересный момент. Все хотят уже порыбачить. Так, ну что, сейчас каждый занимается своими делами. Там ребята он уже кидает во всю спиннинг. Вот оно у нас, бак почти закончился. Дорога была длинная. Вот, сейчас надо мне развести 400 миллилитров на вот этот бак. Вот. Мы добавим. Вот, Семен отличился у нас самый первый. Пока мы тут что-то проводами занимаемся, шатры ставим. Нормально. Ну, это тоже улов. Молодец, Сем. Семка, молодец. Так, теперь добавляем бензин. Вот, у меня есть вот такой вот очень крутой насос от компании Беркут. Это та же самая компания, у которой я заказывал душ походный, помните? Вот.
Здесь вот Smart Power 2500. Вот она вот идет вот с такой вот помпой, шланг и, ну, как бы пистолет такой. Вот. На него насаживается как бы вот такой вот фильтр, да, который позволяет, ну, фильтровать. Но в данном случае в эту канистру, где находится бензин, он не помещается. Я ее спокойно достаю, вытаскиваю. Главная фишка этого насоса, что идет работа до 11,5 литров в минуту качает. И, соответственно, заряда, а здесь литийные аккумуляторы стоят, хватает на 500 литров перезаправки, то есть практически полтонны. Вот, поэтому наливаем. Оп, включили. Вот, я включил, и насос заряжается с помощью USB. То есть в походных вариантах можно всегда дозарядить, если что. Вот, мы включили, но ничего не льется, потому что нужно нажать рукоятку. Рукоятку нажал, все, пошел. Достаточно хорошо видно, что поток довольно-таки сильный. Классно очень заливать, кстати, садовую технику, знаю, генераторы, там, газонокосилки. Чтобы постоянно не держать рукоятку, вот здесь поворачивается вот эта вот ручка. Вот так вот, хоп. Чик, и все. Вот я отпустил, и она заливается. И вот получается, за считанные минуты мы заполнили 25-литровую канистру. Это вообще очень быстро, а главное, экологически безопасно. Вот. Кроме этого, у Беркута есть насос, который вкручивается в стационарные баки. У него есть несколько крышек для того, чтобы подобрать под нужную резьбу. Вот. И гибкий шланг позволяет, как дозаправка, ходить и заливать технику. Такой же пистолет с фиксирующей рукояткой, и добавляется еще как опция небольшой рассеивающая такая лейка. А корпуса только слышал. Где корпуса? Уронил. Точно этого не найду. Это только, он, блин, из-за щуки ставится. Даже судака ты можешь поймать без поводка, и ни хрена не будет. Так, если не хватило, то я просто добавляю длину, фиксирую и дальше заливаю. Поехали. Друзья, у кого есть желание заказать, то ссылка есть в описании. И по промокоду «Рыбалка» будет довольно-таки хорошая скидка. Поэтому заказывайте. Бочку полтинник. Ну, вот эти самодельные. Не, можно сейчас не помню. Ох, нифига, ты же с пистолетом. Да, его можно зафиксировать будет. Ну, поехали. Да? Еще и пищит, как заправка. Да. Ну, Завес. вообще прям по-настоящему. Еще бы отстреливался бы пистолетом. Не было. Получается 7,5. А, нет, это 11,5 литров, а у того 9 литров в минуту. Представляешь? Не, ну я смотрю, тут напор достойный прям. Ну да. Не просто там. У меня только камера и рюкзак. Так, народ не выдержал и уже ловит. Ну, не ловит, а кидает просто. Ловит только у нас Семен. Рыболист. Рыболист. Вот так вот мы разбили лагерь. Вот генератор уже стоит. Внутри вот так, ну, вот шатер. И такой у нас как бы козырек. Вот здесь немножко уже налетели всякие мошки неприятные, но не страшно. Вот так вот это все выглядит. Раскладушечки поставили. Трое здесь будут спать. Может быть, кто-то еще посередине. Фух, мошка. Так, вот здесь вот у нас палатка с карематами. Это вот для ночевочки тоже ребята приготовили. Вот, так что у нас все тут по фэншую. Скоро на рыбалку отправимся, наверное. Но это не точно. Андрюха, как ты любишь? О, Зажигай. шок-контент. Да. Надо и в палатку. Абдулла, поджигай. Поджег мне руку. И что, уходим? Надо было хоть мне вещи. Можно хоть вещи закрыть. Да? Они чтобы комментарии
Вот дымовуха отработала. Такой смог стоит, блин. Ну, нормально. Зато теперь не будет ни комаров, ничего. Еще одну палатку мы там бросили, где я буду ночевать. Вот. И, в общем, по лагерю, как мы здесь все обустроили, и какие разные интересные есть фишки, в том числе солнечные батареи, все вы увидите в следующей серии, во второй. Но сейчас отправляемся на рыбалку. Пора половить рыбу. Пацаны уже поймали по одной рыбке. Молодцы. Тоже возьми там этот, ракса в кармане. Финтрейли, куртка. От берега лежит. Так, ну что, пора и рыбки половить. Так, разыгрывается насос Беркут за первого езя. За первого езя, Да. за первого леща. Все заработало. Ну что, наконец-то мы отправляемся порыбачить в этих, как мы их там назвали, томских местах. Есть по культурному. Далеких местах. В общем, рации включены. Сейчас будем у нас небольшой розыгрыш по езю. В общем, насос Беркут мы будем разыгрывать. Посмотрим, кто поймает. Все поставили сразу же маленькие блесенки вращающиеся. Женя, как обычно, все в экран, все, и забыли про него. Он весь там. Что, здесь встаем? Бобры тут лазят. Опа. Окунек? Мелкий окунь. Ну, Да тоже. ладно. Это подъязок мелкий. Так, что ты там за езя Все, все, насос твой. Насос братцы объяви. Первый ясь пойман. Вот за такой рыбой мы и ехали. Да, так далеко. такие дали. Давно я не ловил на вертушку. Это прям ясь, да, получается? Ну, маленький подъязок, да. Видишь, Понятно. красный. Ой, тю-тю-тю-тю-тю. Все, иди отсюда. Не морай новую лодку. Прям вдоль травки взял. Ну, там и плескался. Малька гоняет там. Чего они спросили, я не понял. Ты, вот это хорошенький. Окунь. Прям Да. от самой кромки. Вот он, первый окунь, карбач. Из-под травы. Горбачий некуда. Не, это мелкий. Пускаем. Приехали за другими. Все равно здесь классно, красиво. О, бекас летает. Опа, есть. Есть? Да. Ох ты как. Вот это. Вот это. Неужели это мой первый в жизни ясь? Да, это ясь. Да! Ясь! Вот он. Все. Я похож. Реально вдоль травы. Да? А то, что там малек стоит, и он... О, ребята, настоящий, здоровенный. Ясь! Первый. Первый. Вообще прям. Он раз тыкнулся, два. С третьего раза засекся. Класс. Просто суперская рыба. Никогда в жизни не ловил, кстати. Вообще здорово. Супер. Ну давай, зови старших нам собратьев. Ух ты! А, у тебя сидит, она в боку пошла, леска. Видал, да? Да, это щука, походу, но что-то покрупнее уже. Щука. Ничего себе, вот она. Вот это да. Вот это. В прошлом году я всего одну ловил. Вот это да. Ну, давай свечечку. Свечечку, давай, еще одну.
О, ребят, ну вот щуку-то я вообще без поводка ловлю. Как оно дало, да, блин? И леска у тебя в бок пошла. А фрикцион расслаблен, ну. Че, щуку берем? Да, можно входить. Припаркую. Ух ты. Что, смотри, какая бойкая летом Ага. щука, а? Осенью так не сопротивляется. Иди сюда. А и без поводка можно было ее так. Ну нет, такой, наверное, все-таки не берем. Да. Надо от кила. Да, килошек. А здесь грамм, не знаю, 800. Ну, 800 есть, наверное. Вот на блесенке ловим. Ну, красиво атаковал. Вообще. У меня есть. Эти? Травяночка. Подводная лодка. Плыви. Я чукаю. Замерла. Она сразу в засаде. Говорю, в засаду стал. Нормально, хвостом шевелит. О, полосатый. Ух ты, удар какой у меня. О, Дуплет. и одинаковые, смотри какие. Да. Не, ну твой по горбачести. По барабачести, я понял. И тоже все вдоль травы, там где ты щуку вытащил. А чё, где Да, ребят, вот это не трава, это вот все малек. Вот это Да, мелкое, просто это малек. Тучи малька. У меня поклевка была. От травы сразу, да? Ну не он сразу оттуда. Сразу, да. Ну оттуда начинает. О, опа, есть. Вот и у меня. Оп. О, что-то прям бьется так. Ух ты. Ух ты. Вот это хорошее. Это хорошая тоже коптилочка. О, Вот за таким мы сюда и ехали. а в корягах там вообще за кило будет. Ой, класс. Друзья, у меня целью еще было как бы наловить на коптилку, потому что окунь покоптить это как же. И вот такие вот, это грамм 350, наверное. Вот мы от таких вот размеров, наверное, будем брать на коптилочку. Ну, тут, конечно, есть и побольше. Я думаю, они сегодня тоже будут попадаться. О, супер вообще. Вот блесенка. О, хорошая. Хороший, говорю, коряга. По-любому вот там должны быть. На новые места кидаешь, сразу клюет. Ну вот он как стоит дежурный там. О, этого берем. А, это ясь. О! Ну вот и ясь у нас нормального размера попался. Что, такого-то берем или что? Или езей покрупнее будем брать? Покрупнее давай. Покрупнее, давай. Еще времени много. Класс. Удовольствие он доставляет, конечно, при вываживании. Да, и бьется По прям. крючу окуня бьется. Ну. Так, а ловят здесь, в общем, на вот такие вертушечки. Вообще с детства, наверное, не ловил на вертушки. Ну, хариусы иногда у нас там на речках, на ручьях полавливаю, но... А здесь это основной вот вид ловли именно на вертушки вот таких вот маленьких размеров и воблерки, потому что рыба не крупная, и ясь, рот у него маленький, и как бы само то. Соответственно, я поставил и шнур единичку тоненький, вот, и использую спиннинг. Ну, ребята-то ловят вообще на такие лайтовые, ультралайтовые варианты, вот, а я взял то, что у меня было вот самое легкое, это от Гриндер до 28 грамм. Вот, от Наутилуса компания. Ну, нормально, он жесткий, конечно, для таких, но все равно бросает, кидает вот такие блесенки, если как бы немножко потренироваться, вообще отлично. Так что нормально. Так, а сколько у него тест полный? А, вот он, 7,28. Вот. Сколько тебе эта блесенка весит? 4,5 грамма. О, видишь, не до груза, а нормально. Кидаем вдоль вот этой травки, вот только на свежее место кидаешь, рыба там активная стоит, то щучка, то окунь, то ези. Вот. Ну и мальки так прыгают. Блин, как классно, зелено, птицы поют, ребята, это просто чудо вообще, а не рыбалка. Еще и рыба когда клюет, просто... Ну здесь очень много малька в этом месте, вот он, в принципе, и охотится рыбка на эту вот мелочь. Так что нормальное место. У меня вот вращалочки тоже есть.
И двоечки, и троечки есть. Ух ты! Щучка, ничего себе. Подвис такой. Да. Мелкая? Жень, как всегда, в своей манере ловит щук. Ну давай, давай. Выплевывай. Выплюй. Щипак. Не хочешь? Не, хорошо зацепился. Ну что мне щук не ловить? Ух ты, какой удар! Дарите, да? Ух, воблерок-то. А? О, ясть-то. Говорят, езя есть нельзя. Ловить зато можно. Ах, красота. Ребят, ну как он лупит, а? Как он лупит? Это что-то вообще такое. Очень мощная рыба. Прям вообще. Ух. Ну и борьба, конечно, тоже классная. Вот воблерок поставил. Прям супер. Ай. На глубине. В русле. Где там будет рыбка другая? И травку искать, наверное, надо. Не только вот вдоль берега, а... Ух ты! Ох, какой вообще! О, не зря все-таки мы сюда попробовали. Заглотил-то как, а? Просто в шахте. Просто в шахте. Друзья, вот такой вот окунь попался. И смотрите, как он заглотил мой воблер. Вон он там, он весь. Вообще нормально. Ну вот на копчуху нормально, да, Жень? Да, копченый вариант. Вообще. Ну, мельче уже будем отпускать. Это такие прям норм. Ой-ой-ой, вот это хороший удар. Хороший удар. О, язь. Язи. Теплый ты какой. Зацокал, зацокал. Окунь. Изек тоже. Видишь, как мы параллельно с тобой. Ну, в общем, потихонечку мы так вот перемещаемся, ищем вот такие вот заливчики маленькие, смотрим малька и прокидываем, ну, в основном окунь мелкий и изек. Даже не замечает нас. Хочу щуку поймать на поппер. Вот она. Есть. А, красавчик, слушай, неплохая. Сошла, да. Или нет, нет, сидит. Не, сидит. На меня просто пошла. А, ребята, это такой кайф видеть поклевку вживую. Да нет, она что, кило, кила нету даже. Ну вот она и выскакивала. Добила я ее все-таки. Ну, слушай, он такой мы возьмем. Да? Да, пожалуйста. И оторвала. Оторвала. Конечно. Так, лодку мне не пробей только, один поппер. Красотка. Класс. Фух. Вот эта поклевка просто, вот это... О, дорогого стоит. Ну, поводок надо ставить, наверное, все-таки.
совсем мелкие утятки. Смотрите, какие маленькие утята. Мама убежала, испугалась. Ага. Вот они какие красивые. Как они... Один потерялся. Один потерялся. Мелкие совсем. О, нырнул. Нырнул, да. Он под лодкой не вынырнул. Это не вот, Или подставь руку, да? Я помогу. Вот он. Вот он, красавец. Заходишь. И один у нас уже есть. Вот такой большой. Вот он. О, красавец. Язья на ультралайт. То, что нужно нашей кошке. Да. Вот Чё? Как успехи? Мелочь. у нас два больших езя и щука есть. 5 щук. Мелких. Одну взяли, она такая ездовая более-менее. Термоклин. Антоха, как всегда. О, Что ж это, что Ну вот пять ребята щук подъехали. поймал, семен. О, ясь ты какой. У нас Вот тоже это здоровый. ясь. Хороший такой. Нормально. Когда станет У нас свою таких первую нет. здоровенную щуку. О, Семен вообще красава. Молодец, обеспечил. да. Вот то место из ролика, где мы дофига ловили. Да? Вот он остров. Вот он остров. А вот отпуски. А, Слушай, а рыба-то есть? Походу. Ну, бель точно мелкая. Так, в общем, ребята по-товарищески нас привезли в рыбную точку, где крупные ези. Они поймали парочку. Ну и нам, в общем, показали. Сейчас мы здесь попробуем тоже где-нибудь посмотреть, найти малька и половить. Езя охота здорового. Борьба у него классная. Но солнце уже потихоньку клонится к закату. У нас два экипажа поехало ужин готовить. Вот. Что, начинаем? о, Язи. вот это борьба. С ручья, да, вытащил? Ну, с русла. Ты говоришь, такой нужен, да? Даже 100-граммовый. Жалко, не засняли. Жалко не засняли. Ничего, в кадр попало, поверят. Короче, Женя поймал первого езя, ура. Опа, есть. Шарик. Ай, колючий какой. Да, вода теплая, он прям теплый, его берешь. Опа. Так, ну что, садится солнце. Остается буквально минут 10, наверное, порыбачить. И поедем в лагерь. Уже есть охота. Там, наверное, ухи уже приготовили. Ух ты, удар какой. Ёк. А, сорога. Прикинь. Плотва. Слушай, да. Да, друзья, что только сегодня не поймал. Окунь, ясь, щука. Смотрите, плотва. Не знаю, может, забагрился. Да нет, наверное, атаковал. Все-таки ударчик был такой. Это да. Ух, еще удар. Взяли, ромик замочил. Вот это да. Пацаны поймали щуку на трешку. Ух ты, блин. Посередине поклевки прям.
Опа, есть. Есть. Вот это окунь уже. Или что, или отпустим? Нет, копчуха. Копчуха? Копчуха. Так, копчуха. Что, говоришь, посередине? Вообще посередине. Как давай клевать. Только сразу с третьего засек вот. Фух, мошки-то капец. О, нормально. Нормальный вообще. Лодку тянет. Здоровый. Я сказал, горбатый. Так, ну что, все, порыбачили. Для начала пойдет. Поймали все, что только можно, но размер так себе, конечно, но нормально. Поклевки, огонь, клюет. Смотрите, солнце как заходит. Птицы здесь поют, вообще здорово, классные места. Сейчас выдвигаемся в лагерь, у нас сегодня еще очень много видеоматериала придется поснимать, потому что сегодня будем и готовить, и кушать, и общаться. Там Рома что-то щуку на трешку выхватил, короче, вообще нормально. Нифига, самец длинный-то. Класс. Вот от уровень, не то что мы, да? Вот наш Женей, короче, результат. Вот, изи, щучка, окуни. Сейчас посмотрим, что парни поймали там. Тоже хорошая. Вообще. Немножко рыбки-то наловили. Вот это ничего себе. Ну да, чуть-чуть. Лещи, караси. Короче, на донка рулит. Донка рулит, да. Слушай, ну вообще хороший окунь. Ну самый большой под килограмм, наверное, был. Вот еще садок. Так, сюда что, живых или не живых? Нет, он не мелкий, котень съест. Вот попадались у некоторых вот такие вот ези, которые должны были клевать. Но, к сожалению, штучный экземпляр. А там еще такие же несколько. Вот на донку надо было оставаться ловить, на фидер. Сергей Егорович. Это вот самый большой, это лещ или Да, это карасик? это лещ. Смотри, на фидер-то, а, как нормально клевало. И вот он на вот эту шляпу и Тяжело, да? Да. Так, это у нас уха, Саша, или что? Нет, это обычный шурумный. Суп, рыбный суп. Не рыбный, не Не рыбный. рыбный? Рыбу чистить уже поздно, поэтому тушенка нас спасает. А, здесь 4 банка тушенки, сейчас еще доширак сюда бахнем. И обычный нажористый суп рыбацкий будет. Мэпс Black Fury оторвала, ну двоечки. У меня двоечки закончились, я тройку прицепил, но тройка, видишь, тяжелая, она вдоль травы. Как там поговорка-то? Рыбу не надо на рыбалку брать, но мы берем. Мы берем, едим, ловим. И вообще мы не суеверны. Короче, я взял муксуна, 2 штуки. Один, короче, вверх, как он, тиша называется, один с животом. И сик, короче. Холодное копчение. Вот сейчас скрываем, ребят угощу. И будем дальше ждать шулюм. Нужны угли, чтобы сковородка шкварчала. Это самое главное, чтобы жар был такой. Не огонь, а жар.